Шармейн Киви – обычная женщина, проживающая в Южной Африке. Ей 63 года, и она является владелицей таксы по кличке Джорджи. Песик появился в ее жизни внезапно и стал настоящим другом. И однажды, благодаря питомцу Киви, удалось спасти ребенка. Когда-то Шармейн взяла в свой дом пса, который находился в приюте и ждал хозяина. Новой владелицей рыженькой таксы стала обаятельная женщина, которая решила подарить ему любовь и заботу. Пес ответил ей безграничной преданностью и готовностью всегда быть рядом. Джорджи — веселый и ласковый питомец, который обожает прогулки и не прочь порезвиться, бегая по дорожкам. Кто бы мог подумать, что однажды наступит момент, когда пес отблагодарит человека за то, что ему подарили уют, тепло и заботу. В один из дней Шармейн, как обычно, вывела питомца на прогулку. Пес радостно бегал, пока не добежал до водосточной трубы. Внезапно он остановился и принялся громко лаять. Собака явно нервничала, словно призывая хозяйку заглянуть внутрь. Удивленная поведением питомца, женщина приблизилась и вдруг услышала странный звук. «Наверное, кошка», — подумала Шармейн, но в этот момент ее осенила страшная догадка. Это был ребенок. Так как плач был слышен за бетонной плитой, сдвинуть ее самостоятельно хозяйка собаки не могла. Именно поэтому она выскочила на дорогу, махая проезжающим автомобилем. Наконец кто-то из водителей остановился и вышел из машины, догадываясь, что нужна помощь. Спасителем оказался мужчина по имени Корни. Услышав историю о младенце, он без колебаний отправился его спасать. Слив был примерно 2 метра глубиной, но очень узкий, поэтому водителю пришлось забираться внутрь ползком. В этот же момент на него набросилась колония красных муравьев, обжигая своими укусами, но мужчина терпел изо всех сил. Увидев малышку, он сделал несколько снимков, понимая, что с находкой должна разбираться полиция, а потом вытащил кроху из водостока. Новорожденная была немедленно доставлена в больницу. Врачи обнаружили, что у нее респираторные проблемы и переохлаждение, но в целом это оказалась здоровая девочка. Было непонятно, как Грейс Эйприл, так назвали малютку, очутилась за бетонной плитой, ведь недавно родившая женщина вряд ли могла сама сдвинуть такую тяжесть с места. По словам врачей, девчушка поправляется и набирается сил, а полиция занимается поисками преступников, бросивших новорожденную. Ну а за спасение крохи следует благодарить прежде всего замечательную собаку, ведь именно она услышала плач малютки. Ну а мы желаем скорейшего выздоровления маленькой Грейс Эйприл и не устаем восхищаться удивительным чутьем славного пса Джорджа. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.